Всем привет, дорогие друзья, это канал Ранчо Санчо. На своем канале я очень много готовил разных видов ребер, приготовленных, я не знаю, на мангале были. В фольге запеченные, поджаренные. Муха, запеченные были на углях, приготовленные в вине в духовке, с медом, такой глазурью обалденной. Если вы это все не видели, ссылки будут внизу в описании. И еще будут в конце превьюшки такие, если захотите вдруг посмотреть. Сегодня я приготовлю бомбезные, очень вкусные ребра. Вот такие вот они будут мясистые, в собственном соку. Еще плюс с овощами. Это будет очень вкусно. Все это будет в казане, томленое, тушеное, бомбезно. Погнали же, я начну готовить. Пока я, кстати, не начал, подпишись, друг, нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои выпуски. Ну и напиши нам комментарий под этим видео, как ты любишь готовить вообще свои любимые ребра. Берем ребрышки, вот такие вот. Первым делом я удалю с них пленку. Она нам здесь будет не нужна. В общем, друзья, нож Самура с любыми сложностями справляется. И даже с пленкой. У меня получилось все хорошо поддеть. Ну, если, смотрите, если здесь много сала, можете, в принципе, срезать. Мне самый кайф, вот такие вот мясные ребрышки будут. Поэтому нарезаем их вдоль ребер. По одному ребрышку. Разожгли огонь, отправляем масло в казан. Здесь буквально 50-70 мл. Даем маслу хорошо раскалиться. Смажем стенки казана. И как только масло нагреется, сразу же отправляем туда зажариваться ребра. И отправляем обжариваться ребра. Давайте первый раз сразу же перемешаем, чтобы все ребра пропитались маслом. Все. И распределим их тут. Пускай они обжариваются. Будем обжаривать до золотистой корочки. Пока ребра зажариваются, мы, конечно же, за ними поглядываем. Мы будем нарезать лук. Нарезаем стандартно, полукольцами. Лука можно побольше, если они пропекутся, протомятся в луковом соке, это наоборот придаст некую пикантную нотку ребрам, поэтому лука не жалеть, можно смело нарезать побольше. Мне нужно сделать зажарку из морковки и лука, поэтому возьмем вот так вот и соломкой нарежем. Друзья, пора время перевернуть ребрышки. Они подрумяниваются. Теперь давайте добавим немного сюда специй. Здесь специи — это сухая аджика. Добавляем соль. И добавляем сюда черный перец. И все это хорошо перемешиваем, чтобы специи разошлись по ребрам. И еще хорошо это все жарим минуток 5-10. Друзья, в данном рецепте я хочу добиться, чтобы ребрышки были с хорошей подливой, чтобы это можно было подать гарниру, полить гарнир. Ну, наверное, это будет рис, либо же... Да, либо гречка, либо картошка пюре может подойти. Но я хочу, чтобы соус, который будет тушиться ребра, он был немного грибным. Поэтому я беру шампиньоны. Лучше, конечно, взять лесные грибы, потому что лесные грибы более ароматные и лучше отдают. Но за неимением лесных берем шампиньоны и нарезаем достаточно крупно. Посмотрите. Вот так вот я их буду нарезать, потому что это все будет утушиваться. Вот на такие вот части. Ну все, друзья, хорошо поджаренные ребра, подзапечатанные.
И отправляем прямо сюда же лук и морковку. И теперь все это вместе на сильном огне обжариваем еще 5 минут. Сейчас, секундочку, я еще добавлю сюда один хороший ингредиент. Сюда можно добавить либо томатной пасты, либо же вот такой вот, ну, соус, то есть это разведенная томатная паста. Все это вместе перемешиваем. И обжариваем все это вместе. Друзья, теперь измельчим чеснок. Берем, давим и мелко шинкуем. А теперь идут в ход помидоры. Помидоры удаляем корнеплод. И нарезать будем крупно, потому что помидоры уже спелые пошли. Вот на такие части будет предостаточно, они утушатся. Смотрите, как все это хорошо вместе потомилось. Ребра просто получили луковый сок вместе с морковкой. А теперь укладываем грибы поверх. Равномерно распределяем. Укладываем точно так же помидоры. И сверху посыпаем чесноком измельченным. Сверху немного посолим. Немного еще добавим черного молотого перца на шампиньоны и помидоры. Совсем чуть-чуть, потому что мы уже добавляли. И теперь все это заливаем 300 мл воды. И отправляем это все тушиться на слабом огне в течение минут 40-50. Друзья, 40 минут это все тушилось. Посмотрите, насколько же это прекрасно. Запах, ароматы стоят обалденные. Теперь давайте все это вместе перемешаем. Немного прибавляем огонь, подкидываем дровишек и даем немного выпариться вот этой вот жидкости. И можно будет пробовать. Прибавляем огонь. Друзья, посмотрите, и подлива у нас немного загустела. И ребра какие потрясающие. Теперь все достаем вот на такой потрясающий ляган. Также аппетитно, побыстрее хочется это уже попробовать. И остается последний штрих. Посыпаем это все зеленым мелко измельченным луком. Класс же, друзья, да? Обязательно с таким вот вкусным лавашом обязательно попробуем вот такую вот подливку. Друзья, вот такая вот подливка безумно вкусная. Обязательно берем грибочек. И мяско. Мяско просто тает во рту, его даже жевать не надо. Вот что значит вкусные ребрышки тушеные в казане. Друзья, готовьте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поставьте лайк, пиши комментарий, какие ты любишь ребра. Можешь даже скинуть фотографию ВКонтакте в группе в нашей. Вступай. Ну, а я пойду есть.